Всем добрый день, друзья. Я Валерий Табаков, практикующий юрист. И этот свой канал я веду именно для того, чтобы разбирать сложные, часто политизированные вопросы, максимально честно, опираясь исключительно на факты, на логику и на исторические источники. Без пропаганды, без шаровара, без желания кого-либо обидеть. Сегодня мы поговорим об одном из самых взрывоопасных и одновременно самых важных вопросов современной Украины. Кто, когда и зачем придумал украинскую нацию в том виде, в каком мы ее знаем сегодня? Друзья, сразу дам прямой и четкий ответ, как юрист, который привык работать с доказательствами. Украинская нация в современном понимании этого слова как политическая, культурная и массовая общность с единым самосознанием, стандартизированным языком, общей исторической памятью и четкой политической программой не происходит из древних времен. Она не всегда была. Она была сформирована в 19-20 веках, и в этом выпуске, в этом видео я шаг за шагом, с фактами и логикой докажу это и отвечу на 3 главных вопроса. Кто именно это сделал, в какое время и с какой конкретной целью. Прежде чем мы погрузимся в историю, давайте честно посмотрим на то, что нам ежедневно говорят с высоких трибун и из школьных учебников. Выражение «мы, нация с тысячелетней историей» стало почти официальной мантрой. Спичрайтеры президентов явно позаимствовали эту мантру у Михаила Грушевского, который в конце 19-го, начале 20 века специально ввел термин «Русь-Украина». Зачем? Для того, чтобы максимально задавнить происхождение, чтобы показать, мы типа не вчерашние сепаратисты, мы прямые наследники древней державы, и наша история идет параллельно, а не как юго-западный филиал российской истории. Самым ярким и последовательным современным задавнивателем был, безусловно, Петр Алексеевич Порошенко. Помните его знаменитую речь? «Путин хочет стереть Украину с лица земли, а мы хотим жить в своей тысячелетней истории страны». В 2015 году посольство Украины в Нидерландах официально отчитывалось. На встрече с высокопоставленными чиновниками королевства Порошенко заявил буквально следующее: «Мы являемся нацией с более чем тысячелетней европейской историей». Это не случайная оговорка, это осознанная политическая линия. Его кум, вы знаете, что в Украине практикуется и поддерживается кумовство, его кум Виктор Ющенко пошел еще дальше. В одной из своих речей он сказал: «С крещением для нашего народа началась новая история. Вера создала идею единого народа, могучего государства, принадлежности к европейской цивилизации. Наш народ был верен этой идее всегда. Мы, украинцы, это наша правда. Она прорастает и возвращается всегда, несмотря ни на что, через века всегда». Потом добавил финальный аккорд.
Для украинцев этот день фиксирует и означает преемственность тысячелетней истории нашего государства и нации. То же самое мы слышим сегодня и от Владимира Александровича Зеленского в его речах. Видим в официальных школьных учебниках по истории Украины для 7-11 классов. Киевская Русь там прямо называется первой украинской державой. А украинцы описываются как народ, который всегда был, попри все, через століття, завжди. Это красивая, вдохновляющая картина, но, как юрист, я обязан спросить, а есть ли у этой картины документальные и логические основания? Или это именно тот случай, когда желание создать сильный национальный нарратив важнее строгих фактов? И здесь я позволю себе философско-юридическое замечание. Вряд ли что-то реальное могло или может существовать до того момента, как его изобрели и назвали. Давайте разберемся, когда именно в Европе вообще появилась сама идея современной нации. Переломный момент 1789 год. 18 век, французская революция, именно она перевернула всю политическую философию Европы. До этого монарх считался помазанником Божьим, источником власти был Бог и династия. После революции источник власти – это сам народ. Появляется новая концепция государства. Не собственность короля, а воплощение свободы, равенства и братства. Декларация прав человека и гражданина 1789 года впервые провозгласила, что все граждане равны, а не подданные какие-то там. Наполеоновские войны разнесли эти идеи по всему континенту, и в XIX веке начинается длительный, сложный процесс создания наций, как массовых политических общностей. Украинцы не исключение, а классический пример этого общеевропейского явления. Поэтому сразу снимаем с повестки дня все разговоры о тысячелетней истории через века и всегда. В лучшем случае речь идет плюс-минус 200 лет. Всего 200 лет. Это не оскорбление, это констатация факта, подтвержденная всей современной исторической политической наукой. Эрнест Гелнер, Бенедикт Андерсон, Эрик Хобсбаум и многие другие. Чтобы понять это на конкретном примере, давайте разберем самый яркий и самый мифологизированный эпизод нашей истории, так называемую национально-освободительную войну Богдана Хмельницкого 1648-1657 годы. Да, война была реальной, жестокой и во многом справедливой. Речь Посполитая действительно угнетала православное население, ограничивала права, проводила полонизацию, насаждала католицизм, закрепощала крестьян,
Все это исторические факты. Казаки и селяне поднялись против этого гнета. После первых блестящих побед действительно возникло мощное государственное образование – гетманщина со своим войском, администрацией, дипломатией. Но ключевой вопрос – была ли это война за создание украинского национального государства? В современном смысле, конечно же. Утверждает, что да, народ уже тогда имел общую культуру, осознавал свою национальную идентичность и сознательно стремился к собственной державе. Эта версия сегодня доминирует не только в учебниках и официальных речах. Она буквально заполонила интернет. Откройте YouTube, введите «Национальная освободительная война Хмельницкого» и что вы увидите в топе? Освободительная война за независимость, национальная освободительная война по мемам, правда о освободительной войне, все битвы национально-освободительной войны, Богдан Хмельницкий, первый гетман свободной Украины, самая сильная Украина в истории. Один из самых популярных каналов «Реальная история» Экима Галимова прямо заявляя, в 1648-1649 годах на политической арене Европы почти одновременно заявили о себе 3 нации – голландцы, украинцы и англичане. Братья Капрановы на своем канале имени Тараса Шевченко идут еще дальше. События 17 века они называют национальными и утверждают, что украинская нация уже тогда существовала как полноценная общность. Галимов добавляет, в гетманщине родилось минимум 5 поколений украинцев. Подумайте над этой цифрой. 5 поколений украинцев в государстве, которое было ликвидировано за 15 лет до выхода в свет первых частей Энеиды Ивана Котляревского, произведения, которое фактически положило начало стандартизации современного украинского литературного языка. И здесь мы подходим к главному, юридическому и логическому аргументу. Одна из важнейших характеристик современной нации – наличие общепринятого стандартизованного языка. Без него говорить о полноценной нации, за некоторыми исключениями, невозможно. Об исключениях можно заметить следующее. Например, Швейцария. Да? В 17 веке такого стандартизированного языка на территории, которую сейчас занимает Украина, не существовало. Вообще не существовало такого языка. Были десятки региональных говоров восточнославянской ветви, поэтому называть войну Хмельницкого национальной – это не просто неточность. Это, не брехня, это, мягко скажем, анахронизм. Точно такой же, как тот анахронизм, который содержится в повести временных лет, будто бы Русь пришла в Киев из Новгорода. Нет, это тоже неправда, брехня или, как мягко ученые выражаются, анахронизм. Поэтому называть войну Хмельницкого национальной – это не брехня, но это анахронизм.
то есть брехня. Нации в Европе начали формироваться примерно за 150 лет после Переяславской Рады 1654 года. Давайте посмотрим шире на идеологическую рамку 17 века. Смотрите карту Европы, 1648 год, Вестфальский мир. Почти все государства того времени – это монархии. Территории этих государств принадлежали монарху, как помазаннику Божьему. В понимании тогдашних европейцев легитимной могла быть только такая власть. Понятие национального государства и, соответственно, гражданства еще не существовало. Пардон, но только если говорить о Римской республике. Да? Переход от монархии к национальным государствам – это одновременно переход от подданства к гражданству. Подданный верен королю или местному образованию, гражданин верен нации. Официальное название государства Хмельницкого было не Украина и даже не Гетманщина в современном понимании, а войско Запорожское. И это очень важно. Название прямо указывает на источник власти – войско, а не народ, как нация. Если сегодня мы говорим «Австрия», власть австрийцев, то в 17 веке это была не Австрия, а Габсбургская монархия, власть Габсбургов. Земли Чехии были в то время землями короны святого Вацлава, а Венгрия – это земли короны святого Иштвана. Аналогично, войско Запорожское означало власть у войска, а не у украинцев. Этноним «украинец» тогда вообще не применялся ко всему населению Гетманщины. Политика самого Богдана Хмельницкого это блестяще подтверждает. Он начал войну против одного монарха, польского короля, и закончил ее переходом под протекторат другого монарха, московского царя. Это был классический переход подданства, а не создание независимой национальной республики. Национальная элита так бы никогда не поступила. А теперь давайте разберем вопрос культурной и языковой общности. Школьные учебники утверждают, украинская культура начала формироваться еще в Киевской Руси, где сосуществовали церковно-славянский, литературный, староболгарский и народный древнерусский, проукраинский языки. То есть два – староболгарский и проукраинский. Потом традиция продолжилась в Галицко-Волынском княжестве, в казачестве и в Гетманщине, то есть существование. Якобы казаки, в школьных учебниках так пишется, да, что неправда, да, уже говорили преимущественно украинским языком. Это красивая легенда, но она не выдерживает критики. В донациональный период существовали десятки и сотни местных говоров. Не было единого литературного стандарта, который бы объединял всех. Во Франции, например, еще с 17 века работала французская академия, которая целенаправленно унифицировала язык. Французская революция завершила этот процесс. Единый французский язык стал символом нации.
Его ввели в школы, армию, администрацию и полностью вытеснили региональные диалекты. В Украине процесс стандартизации произошел гораздо позже и в других условиях. Иван Котляревский, Энеида, 1798, Григорий Квитко, Основьяненко, Тарас Шевченко своими произведениями заложили основу литературного украинского языка на базе полтавско-надднепрянского говора. Затем появились грамматики, словари. Все это XIX век, причем в условиях жестких репрессий Российской империи. Валуевский циркуляр 1863 года, Эмский указ 1876 года. Огромный вклад внесла Галичина под Австро-Венгрией, где условия были мягче. Если в Гетманщине не было ни культурной монолитности, ни общего самоназвания украинцы, ни стремления к национальному государству, откуда тогда весь этот современный дым о национально-освободительной войне? Ответ дают два ключевых человека XIX века. Первый – Николай Костомаров. В 1857 году в своей фундаментальной работе «Богдан Хмельницкий» он первым концептуально обосновал эту войну как национально-освободительную и общенародную. Это был прорыв. И второй, Михаил Грушевский, он взял эту идею и развил ее в многотомной истории Украины-Руси, создав целую научную школу и схему, где украинская история идет отдельной линией от Киевской Руси до современности. Почему они это сделали? Не случайно. В XIX веке по всей Европе национальные элиты массово создавали национальные мифы. Золотой век, великие герои, общее происхождение, особая миссия, миф – это не обязательно ложь. Это символическая версия прошлого, которая склеивает людей в единую, воображаемую общность. Это термин Бенедикта Андерсона – воображаемая общность. Когда нет собственного государства, миф работает как цемент, формирует «мы», объясняет, почему мы вместе и чего мы хотим. Через фольклор, литературу, прессу и позже школьные учебники создавалась общая память. Нация сначала должна была пробудиться или возродиться, это тоже часть мифа, а потом уже бороться за государство. Но подведем итог. Нации не спали и не возрождались. Их формировали и творили. Украинский национальный проект стартовал именно в XIX веке и прошел 3 классических этапа, как у большинства европейских народов. Первый – культурный этап, 1830-1860-е годы. Интеллектуалы собирали фольклор, создавали литературу на народном языке, начали стандартизацию. Тарас Шевченко сыграл здесь роль катализатора. Он перевел культурное движение в политическое. Второй этап. Просветительско-идеологический. Вторая половина XIX – начало XX века. Активисты, просвиты, научное общество, историки и писатели через газеты, книги и лекции распространяли идею отдельной украинской нации, отличной от великорусской и польской. И третий политический этап. Начало XX века, появление партий, программ, автономии, а потом
независимости. Пик – национально-освободительное соревнование 1917-1921 годов. Тогда украинские лидеры проявили излишнюю трусость, осторожность и нерешительность, и что стоило тогда независимости на такому образованию, как Злука, УНР и ЗУНР. Древность украинской нации, друзья, в том виде, в каком ее преподносят сегодня, это классический национальный миф. И он выполняет важную функцию, рисует нас уникальными, отделяет от внешнего мира, дает моральное право на государство. Мы, взрослые и образованные люди, прекрасно понимаем, нет объективно лучших и худших наций. Есть разные исторические пути и разные степени успеха. Но про россиян такого не скажешь. Они, конечно же, отстой. Шутка. Главное, что я хочу оставить вам после сегодняшнего видео, это то, что не древность важна, а успешность национального проекта. У нас этот проект, обещает удастся. Если мы решим, конечно, вопрос русского языка. Несмотря на все запреты, репрессии, войны и оккупации, мы имеем собственное государство, собственную армию, собственную культуру и народ, который в 21 веке доказал свою волю к жизни. Мы не всегда были, мы делаем себя сами, и в этом наша настоящая гордость и сила. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вы согласны или если вы не согласны, пишите в комментариях свои аргументы. Я все читаю. Ставьте лайк, если цените честный разбор. Подписывайтесь, жмите колокольчик, донатьте. Впереди еще много жестких, но правдивых разговоров о нашей истории, праве и будущем. С вами был юрист Валерий Табаков. До следующей встречи. Берегите себя, думайте своей головой. Не бойтесь СБУ.